Так, я ждала, приходите. Так, немного быстрое вступление у нас. Привет, друзья, меня зовут Андрей, вы на канале Гусаров. Сегодня мы продолжаем играть куклу и кукловода, как там Онса, Упон и Папет. Мы дошли до Оракула, нам Оракул тут сказал. Сразу вижу рычаг. Он запускает нитки. Зачем он их запускает, не ясно. Так, а наверху я вижу витраж. Мне нужно еще 4. Так, вот и Оракул. Она была в самом начале, рассказывала нам... Я знаю, почему вы пришли ко мне. Но все, что я могу вам предложить, это перевернуть страницу. А вот этот витраж я не собрал. Когда-то давным-давно была написана великая история. О ней предсказывала судьба королевства, правление короля Калибана. С тех самых пор, как его сын принц исчез, король погрузился в пучину горя и отчаяния. Сломленный, постигший его судьбой, король решил переписать акты сцены своей жизни, ввергнув прошлое в забвение. Все, что кажется королю несовершенным, отвергается. Будь то верный друг, дорогое сердцу воспоминание, или же место некогда бывшее домом. Все это выбрасывается в подсцене в мир несыгранных пьес и нерассказанных историй. Вскоре некому будет править королевством. Да и самого королевства не станет. Но еще не все пропало. Великая история предсказывает восхождение двух героев. Забытая кукла из-под сцены и тесно связанная с ней опальной сценарукой со сцены, которые восстановят потерянные акты истории короля. Древ и Ясно. Ваша связь есть смысл. Вместе мы должны найти потерянные акты из жизни короля, восстановить забытые истории и вернуть королевству былую славу. Исполните пророчество, и ваши путы исчезнут. Но имейте в виду, ваше путешествие не будет безоблачным. Злобный призрак ставит препятствия между вами на вашем шагу. Он известен как Король Теней, темное создание отвергнутого прошлого. Король Теней сделает все, что в его силах, чтобы не позволить вам восстановить потерянные акты. Так предначертано. Страхи нет позора, мои дорогие. Потому что без страха нет смелости. Верьте в себя. Потому что, когда я смотрю на вас, я вижу нечто, чего не видел на протяжении долгого времени. Надежду. Мне не требуется дар предвидения, чтобы почувствовать твои сомнения. Ясно? Выкладывай. Это уже слишком. Мое изгнание, нить, связавшая нас. А теперь ты говоришь, что мне предначертано спасти королевство от обезумевшего короля? Но мне бы не хотелось встречаться с этим королем тенью. Но если пророчество верно, мы могли бы помочь столь многим куклам и сценарукам. Госпожа, вы пополняете голову древа абсурдными фантазиями. Как может судьба королевства зависеть от меня и какого-то мальчишки? Наверняка вам известен другой способ разорвать эти нити. Сообщать плохие вести – это моя судьба, так же, как эти нити ваши. Мы не выбираем свою судьбу, Качиха, а только то, как мы реагируем. Пока вы не восстановите прошлое, будущего не будет. Оракул, что вы имеете в виду под восстановить прошлое? Прошлое ведь уже в прошлом. Потерянные акты – это воспоминания, близкие сердцу короля, но он избавился от них, как и от множества других вещей, и скоро они исчезнут. Потерянные акты должны быть рассказаны заново, чтобы напомнить королю о том, что ему дорого.
Я еще ни на что не согласилась. Но если мы все же решим сделать то, о чем вы просите, с чего нам начать? Я объясню в свое время. У меня было 4 катушки, но эти темные критиканы посеяли хаос и сбежали с нитями. Древ, я чувствую твое волнение. Я отправила мусорщиков за главным монтажером. Я буду приглядывать за ним и изучу его состояние. Не могли бы вы оказать мне услугу и найти эти нити? Пойдем, ясно. Если Оракул может помочь монтажеру, мы должны оказать ей услугу. То есть мы могли просто пойти и восстанавливать историю короля, но мы этого не делаем, потому что мы идем искать нити, правильно какие-то? А, ну вот одна нить. Вот и первая из нужных оракул нитей. Качество этой нити просто невероятное. Так, можно вниз. Так, здесь меня убьет. Ну там вон витражик. Возможно, зря спрыгнул. И что мне делать? Что так? А. Ага. Так, подожди, а здесь у нас что? Я могу пройти? Подожди, и что? А, нужно поставить, наверное, вот этот ящик. Он же тянется во все стороны. Ну как во все? Так, а мне снова кот пришел. Сидит, что-то не смотрит. Так, что это было? Ничего тут не было. Так, где здесь витраж? Вот он. Но я, возможно, уже один пропустил. Так, еще 2 нити. Проходим. А, кстати, вот я и с этой стороны. И куда мне? Главное не вниз. Хорошо. Так, давайте покрутим вот это. Колонну звук. Я не смог забраться. Вообще не тянется. Ну вот куда ты собрался? Подожди, тебе туда нельзя. Тебе можно вот только вот в эту сторону. Все, я убрал кота, а то он сидел прямо перед монитором. Есть хочет, наверное.
Так, подождите. Надо спрыгнуть, потому что вот здесь... Что это за перо? Похоже на перо писателя. Я им недавно пользовалась. На кончике остались свежие чернила. Может, это перо принадлежит Оракулу? Наверное, она его уронила. Значит, она Оракул и писатель? Интересно, о чем она пишет? Обо всем. Многие задаются вопросом, описывает ли она будущее, или будущее подстраивается под ее истории. Не знаю, что это значит, но звучит пугающе. Перо драматурга. Я просто краем глаза увидел, там что-то мигает. Отлично. Теперь наверх. А это вот мы тянемся и летим. Взяли третье. Вот, что-то сломалось. Зато путь открылся. Ой, что это? Мне кажется, там было. Посмотрим. Сверху сбросили что-то крупное. Это нас ведут. Хотят заманить куда-нибудь. Так, чей-то дом. Извините, я у вас стекло разбил. Я знаю этот дом. Вон нитку увидел. Не так давно, за несколько дней до судьбоносной встречи Ясна и Древа, королевство ткачиха прилежно трудилась над своими мыслями, создавая превосходные костюмы для королевского двора. Воспоминания. Я должна создать костюм Его Величества. Ага, эти костюмы видели. Готово. И костюм отправляется в королевские апартаменты. Надеюсь, королю понравится. И что, уже ответ пришел? Письмо? Неожиданно быстро. Ясне доверились стать самый великолепный костюм для короля Калибана, чтобы воплотить желание монарха создать идеальную историю для своих потомков. Что-то реально быстро. Но королю все не нравилось. Он отвергал каждый костюм, представленный Ясной, и требовал, чтобы она сделала другой. Тем более величественный и чудесный, чем все предыдущие. Исполни свои обязанности, сотки костюм, подходящий для короля. У тебя остался последний шанс. Последний шанс? Я сделала бесчисленное количество костюмов. И все они были отвергнуты. За что мне такое наказание? Одна я не справлюсь. Разве что мастер-ткач оставил мне колдовскую катушку. Ее качество несравненно, хотя мастер предупредил меня, что нити мне не по навыку. Но если я подведу короля, разве мне позволит снова ткать? Не могу поверить, что вообще размышляю об этом. Мне нужна эта колдовская катушка, кажется, я видел ее где-то наверху. И сейчас что-то произойдет. Она у нас куда-то улетит, наверное. И мы не сможем ткать без нее. Спасибо. Вот она. Подожди, она наверх, мы же можем еще пойти. Давайте пока ее брать не... Тут ничего нет.
А, прям на самый верх мы пока не можем идти. Не нужно спешить. Надо сделать... Если бы мастер узнал, что я работаю с колдовской катушкой, он бы меня выгнал. Но это мой последний шанс. Все должно получиться. Я же королевская ткачиха. Я создала платье для самой королевы. Я справлюсь. Давайте попробуем. Нет, мой ткацкий шкафчик. Несмотря на все усилия, колдовская катушка была испорчена. Ясно поняла, как многие до нее, что выполнять требования короля Калибана задача не из простых. Вскоре после этого Ясну призвали на королевский суд, чтобы судьи определили ее судьбу перед лицом самого короля Калибана. The judge declared the accusations against Niamh, damage to the king's property, disobeying the king's orders, worst of all, failure to weave a magnificent costume for the king. Niamh pleaded with the king to show grace. The judge demanded order in the court, but Niamh insisted, for she had long served the royal family. She implored the king to give her another chance. But the king's grief was too great, and Niamh's words fell on deaf ears. The judge commanded Niamh to be silent. For the king was hard to sorrow with the disappearance of Prince Adric, his dear son and only heir. For her crimes against the king and the telling of his great story, the judge sentenced Niamh to exile. As her world vanished beneath her, Niamh fell to the darkness below. Да просто ни за что, блин. Подумаешь, не получилось одно. Ясно, ясно, ты закончила витать в облаках. А то я становлюсь моложе. А не становлюсь моложе. Это особняк ткача. Здесь я жила и работала. Все мои вещи, король их все выбросил. Ох, ясно, мне так жаль. Не стоит, я сама виновата. Я переоценила себя, а ты теперь пожинаешь последствия. Ты это не заслужил. Но ты не должна себя винить. Мы не сделали ничего плохого, правда же? У тебя доброе сердце, Древ. Я как минимум должна вернуть тебе свободу. Все, я решила. Давай найдем нить Оракула. Давай найдем. Снова это слизь. Ясно, кажется, я уже слышала об этих существах. Ты знаешь, что это за жуть? Я слышал историю об актерах, вышедших на сцену, чьи сердца сжимало страх. В ней говорится о темном существе под настилом, которое чувствует страх актеров и поглощает их целиком. Его называют страх сцены. Я думаю, это просто страшная история, старая актерская байка. Никогда не думал, что она правдива. В подсцене много. Есть многое, во что трудно поверить. Но этот страх сцены мешает нам добраться до последней нити. Должен быть способ избавиться от него. Даже не знаю, что может навредить тени. Свет! Сейчас мы повернем. Ну, конечно же. И 4 нити у нас, возвращаемся к Оракулу. Не, пока не будем возвращаться, мы должны осмотреться здесь. Что начинается? Что такая за музыка у нас? Нагнетающая. Так, а я могу как-то здесь подняться наверх? А, здесь ничего нет. Так, мне бы эту дверь, правильно? Подождите, за что Оракула выкинули? Вижу, все нити собраны, прекрасно. И ясно, ты приняла решение?
Это моя обязанность — довести дело до конца. Я знаю, что должна оборвать эти нити. И ваше пророчество — наша единственная зацепка. Хорошо, а портал к первому потерянному акту находится позади меня. Чтобы войти в него, вы должны принять участие в постановке. Ясно, ты должна соткать костюм, связанный с забытой историей. А ты, Древ, должен носить костюм и исполнить главную роль. Пожалуйста, подойди к ткацкому шкафчику. Вы собрали не простые нити, а колдовские. С их помощью можно создать практически идеальное сходство с главным героем потерянного акта. Костюм главного героя, который ты должна соткать, однажды носил юный король Калибан. Колдовские? Я не уверен, что я уже пытался работать с колдовскими нитями, но я... Моя дорогуша, ясно, ты все еще сомневаешься? Неужели мне надо напомнить себе о тех чудесных нарядах, которые ты уже сшила? Ох, я узнаю ваше платье, я сшила его для придворного драматурга. Но ведь это значит, что вы... Меня уже давно никто так не называет. Ты обладаешь большим талантом, юная ткачиха. Я дам тебе эскиз костюма. Верь в себя. Ясно, ты справишься, я знаю. Что ж, вашей веры в меня достаточно. Да и во второй раз меня все равно не изгнать. Давай, жмем. Давай, бери зеленый. Нет, давай берем белый. Или желтый. Кто это? Превосходный костюм, ясно. Если ты придумаешь, как показать его королю, он будет умолять тебя вернуться и построить тебе новый дом. Не могу поверить, что у меня получилось. Я соткала костюм главного героя, используя колдовские нити. Не вздумай его помять. Ты постаралась на славу, ясно. Древ, ты просто вылитый юный король. Теперь путь к потерянному акту открыт. Внутри потерянного акта вы обнаружите неполные воспоминания, также известные как сломанные сцены. Вот там и пригодится твой талант лицедея, Древ. Наконец-то я смогу показать себе, что надо будет делать. Стань молодой король-охотник. Спасибо, что в итоге несчастный ты. Стань главным героем и действуй по наитию. Идите. Вам предстоит перемещаться сквозь время, поочередно двигаясь из одного воспоминания к другому. Поехали. Еще даже побежали. Сыграем юного короля. Ясно, ты можешь в это поверить. Мы в подсцениуме. Это еще более захватывающее зрелище, чем я представлял. В просцениуме. Я наконец вернулась. Правда, не так, как рассчитывала. Древ, помни, что сказал Оракул. Это не тот просцениум, который я знаю. Это лишь его эхо прошлого. Что ж, пошли на разведку. Много лет назад, когда Калибан еще был молодым монархом, он правил королевством в одиночестве. В поисках спутницы жизни молодой король попросил руки прекрасной дамы. Но дама предложила королю сначала продемонстрировать свою доблесть. Он должен был отправиться на поиски легендарного и волшебного кольца, спрятанного глубоко в запретном лесу. Так, и как мне вы... И куда мне идти? Вот сюда нужно идти. Так, я вижу... Я вижу витраж, но как к нему попасть? Я не вижу. Блин, не понимаю. И что, мне придется его пропустить? А ты откуда здесь? Дружок, ты тоже здесь? Что ты здесь делаешь? Мой король, призрачная пуша. Опасное место, вам не следует забывать свой лук. Если хотите, можете отточить свои навыки стрельбы в амбаре. О, спасибо, может, я даже смогу попасть в широкую часть сарая. Я всегда к вашим услугам, мой король. Все молятся за ваш успех в поисках легендарного кольца. Да пребудет с вами дух сцены. Мой король? Почему он ко мне так обращается? Оракул говорил, что мы
Пересказываем историю короля. Это не тот дружок, которого мы встречали в Гамлете. Это дружок из прошлого. И, похоже, раньше он служил королю. Значит, этот дружок считает меня своим юным королем Калибан? Что я юный король Калибан? Ого, всегда мечтал играть короля. А что насчет тебя? Какая роль у тебя? Ну, короля не сопровождал никакая старуха, и я не должна была здесь находиться. Так что, думаю, для всех в этом воспоминании я невидима. Невидима? Это же худший кошмар актера. Радуйся, что я не украду твои аплодисменты. Можешь попробовать пострелять здесь из лука. Мне кажется, тебе это не помешает. Этот лук размером с меня, ясно? Мне понадобится твоя помощь. Так, нажми теперь, чтобы взять лук. Так, используйте мышь, чтобы прицелиться, нажмите, чтобы выпустить стрелу. Ага. Вот я и получил. Пропавший принц, это да, это новая миссия, и мы не взяли 4 там. Да такого быть не может, я в это не поверю. Такого быть не может. Чтобы я пропустил целых 4, не один. Ну, хотя бы не так обидно. Хорошо, есть какие-то рыцари. Вы настоящий мастер стрельбы из лука, государь. Прекрасная дама поступит мудро, доверившись вам. Это ты, прекрасная дама? Нет, это фермер. Так, вижу. Пройти могу. Забрал. Так, хватаемся и летим. Как-то не сильно мы долетели. Так, вижу мишень. Попасть могу, то для начала я упаду вниз. Мало ли. А, то есть мы должны долететь и потом прыгнуть, понятно. Ну где ты там? Прыгнули. Точнее, выстрелили, потом прыгнули. Так, здесь можно наверх подняться. А наверху у нас... Наверху у нас витраж. Отлично. Так, я посмотрел время, у нас уже 28 минут, поэтому надо уже заканчивать. Если вам понравилось данное видео, ссылка на плейлист прохождения будет в описании. А пока подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. А с вами был Андрей. Увидимся мы с вами в следующем видео, ребятушки. Всем пока.